3, 2, пишем. Это страшно. Да это не то, что страшно, это капец как страшно. И христианство делает такой экспорт. Егермейстер. Я тоже хотел сказать. Это же вообще... Круто. Нарушил границу, нарушил порядок, строй. И будешь наказан непременно. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Ты знаешь, я поймала себя на мысли, что у меня совсем нет свободного времени. Буквально ни на что. Я уж не говорю о том, чтобы прогуляться после работы или в какой-то один из своих выходных. А у тебя есть вообще свободное время побыть вот так вот наедине с собой? Вообще нет. Совершенно нет времени ни на себя, ни на что-то другое. Даже на какие-то увлечения времени совершенно нет. Потому что и у меня есть ощущение, что время ускорилось. Вот я буквально был на работе, а сейчас мы уже вот пишем здесь с тобой подкаст. Да, согласна. Я, если честно, даже так же понимаю, что вот недавно была весна, лето, заканчивается июнь, и я толком даже лето не видела. И даже в лесу, я говорю, даже не погуляла. Ну, это калейдоскоп. Калейдоскоп, да. Почему ты упомянул лес? Заметила, что если хочется как-то побыть наедине с собой, почему-то хочется уйти подальше от людей куда-нибудь в лес, где тихо, красиво, да и природу посмотреть. А что ты такого хочешь найти в лесу? Ну, я понимаю, уединение, или посмотреть, как свет играет сквозь листву, трава блестит утром, может быть. Или ты любишь ночной лес, где темно, страшно, тени. Слушай, на самом деле у меня лес вызывает как восторг, так и некий страх. Вот я прихожу, если в лес, я хочу действительно там, ну вот послушать, элементарно послушать, как птицы поют, посмотреть, да, господи, хоть грибы собрать, я не знаю, просто хотелось бы прогуляться, и, наверное, все равно какое-то желание возникает уйти ото всех. Уйти ото всех, и достаточно часто такое желание возникает. Просто, наверное, устаешь от шума, от людей. И это всегда так было, мне кажется. Откуда это? Ты имеешь в виду, почему... Почему герой всегда уходит в лес? Это интересный вопрос. Герой произведения, да, который уходит в лес. Есть ли какая-то сила или лесной магнетизм, который их к себе постоянно притягивает? Как это получается? Там, где мы обитаем, вот это все очень сильно влияет и как на человека, и если бы это был лирический герой, как мне кажется, что это формирует наш характер, наши привычки, наши желания, да и на этом, мне кажется, основывается некий фольклор, я бы сказала. Ну, ты хочешь сказать, что, допустим, для Востока это дюны, это пески, то есть это формирование каких-то таких гигантских сооружений из камня. Для Востока, имею в виду Китай, Индонезия, это какие-то ливневые леса, это горы, поэтому там... Ну, там своя атмосфера, я бы сказала. Анимализм. Да. А в Европе что? В Европе? Давай, а в Европе что? Да, хорошо. В Европе, наверное, леса. И поля. И поля. Это океанический лес, который тебя окружает. Дикий, да, абсолютно. Представь, да? Что он может быть населен кем-то, чем-то. Это животные какие-то непонятные. Хотя вот интересная ситуация с животными получается, что вот несмотря на то, что животных так демонизируют, типа медведь, там рысь какая-нибудь. Волк какой-нибудь. Несмотря на все вот это, вот нападений на людей происходили не так уж и часто. Откуда тогда страх возникал? Почему люди постоянно ассоциировали вот с лесом? Все равно какое-то чувство какой-то тревожности возникало, да? Вот темный лес, да, вот страшный лес. Почему такое возникало? Как ты думаешь? Почему создавались какие-то на основе этого легенды, вымыслы? Откуда столько вообще тогда это? Откуда это пришло? Почему так? Вот он первобытный человек, да, что его окружает?
будь то лес, степи, но мы возвращаемся к лесу, вот его что окружает? Вот его стоянка, то есть то место, где оседлость происходит, его коммуны или люди, да, его народ, и, собственно, все то, что его окружает, вот эти дары леса, все это природа, это единственное, что он видит на протяжении долгого своего времени. Ну, то есть для Да. человека это получается такой центр. Центр, да, центр всего, создание такой, Капитолий, я бы не знаю, сказала. Лесной. Лесной, да, лесной Капитолий, да. Получается, что лес это, ну, это дерево, да? Это Ну, то, с чего начинается, да. лес начинается с дерева. Да. Когда ты идешь, заходишь в лес, первое, что ты Что видишь, это встречаешь деревья. стена деревьев. Да. Что лес это такой центр всего, не только для охоты, но и для жизни. Все инструменты, жилища, огонь, все это так или иначе производное чего? Лес, ну, Леса, древесины. древесины. Получается, что лес это, ну, это колоссальный центр. Центр для человека это единственный его кровь, это единственный его страх, потому что уйти в глубокий лес это, ну, было бы страшно для коммуны особенно. Ну, вот представь, что, допустим, опустилась ночь. Опустилась ночь, вы стоите с палатками где-нибудь там на каком-нибудь, не знаю, туристической стоянке, развели огонь, начинаете говорить свои баллады там у костра, и тут что-то хрустит Ну, конечно. за спиной. Первый ты делаешь вид, не подаешь вид, что тебе страшно, а потом начинаешь в палатку убегать. Да. Лес это всегда вызывало какое-то реально двоякое чувство, потому что тебе и хочется быть поближе к природе, но в то же время ты этого боишься. Ну, то есть все равно одному в лесу бы не хотелось, мне кажется, оказаться. Ну, был недавно такой тренд о том, что если ты девушка, женщина, и ты оказываешься в лесу, кого бы ты встретила? Медведя или мужчину лучше? Да, кстати, я слышала об этом. Мне кажется, многие женщины выбирали медведя. Хотя медведь это страшно. Да это не то, что страшно, это капец. Хотя при том, при всем, медведь, да, это тоже же получается ассоциация силы, да. Часто мужчину тоже сравнивали с медведем как хранителем леса. Есть же такое. Да. Да. Получается, просто у вас тезисные вот эти все Да, Да. да, да, мы разгоняем вообще. Это ж подкаст. Мне надо хотя бы ознакомиться с тезисами. Ну ладно, сейчас Тебе. С ним все равно, если мы в два счета будем снимать внезапно, чтобы я хотя бы понимал. Ну, Неважно. А то вы просто говорите, ты все хорошо ведешь. Нет, просто всё нормально. Нормально. Все нормально, все нормально. Все нормально, это была вставка неожиданная, это Да, было мы прикольно. черно-белый Да, сделаем просто и все. да, и все, и забей. Если дерево дает кровь человеку, дает ему огонь, дает ему пропитание, дает ему инструменты, то дерево дарует жизнь. Священный символ, да? Священный символ. А священный символ у дерева встречается, что интересно, не только в политеистических таких вещах. Славянская мифология, греческая мифология, восточная мифология, где есть пантеон богов, духов. Там есть определенные духи деревьев, боги деревьев и прочие такие Природа, вещи. да? Да. Они символизируют природу. Но что больше интересно, это монотеизм. Потому что монотеизм сейчас это такая... Ну, это, во-первых, монотеизм главенствует. Православие, католицизм... Христосис. Нет. Как это? Подожди, не Православие, нет. Ну, а если католицизм? Иудаизм? Иудаизм. Это православие, это все. Это православие. Христианство. И христианство делает такой экспорт вот этой вот идеи о дереве, дарующей жизни, и создает концепцию райского сада, первородного греха и дерева. В политеизме, что мне больше всего нравится, это идея о Аксис Мунди. Это дерево, которое... И это интересно, потому что это характерно не только для... Ну, отчасти это характерно для славянской мифологии, это характерно для карело-угорской мифологии, характерно для нордической мифологии. Ну, вот, там много их. Это дерево, которое проросло сквозь от неба до земли и вниз. И на самом деле я еще не встречала бы какого-либо фольклорного жанра или культуры, или вероисповедания, где не упоминалось бы дерево как вот некий сакральный смысл. То есть с него все начинается. Лес начинается с дерева, и, соответственно, это такой некий важный сакральный смысл. В Средневековье появляются
священные места. На месте лесов разбиваются монастырские сады, появляются сакральные рощи, туда удаляются святые, в дуплах деревьев обретаются иконы, да, и вырубка леса в таких местах запрещена, потому что лес принадлежит феодалу. Не было еще никогда попыток в лесное управление. Вот Средневековье и христианство создают такую первую лесную управу, когда лес вырубать уже нельзя. А что еще интересно, Губерту Льежскому в это же время, во время охоты, встречается олень, у которого между рогами сияющий крест, который просто меняет жизнь Губерта, и он из охотника идет в веру, уходит в веру. Да? Что интересно, получается, юного Губерта лес меняет. То Так есть появляется это и то, о чем я думаю. егермейстер. Я тоже хотел сказать. Это же вообще... Круто, я не знал, прикинь. Я реально не знала Блин, об а этом. слушай, было бы прикольно, да? Я вставку хотел сделать. На самом деле, вот по поводу того, что лес священен, да, и все сады тоже священные. Вот я сейчас же это узнаю отсюда, по крайней мере, по вашим рассказам. Есть такая история, да и может быть вообще в любых, там, не знаю, странах Европы есть такая история, что кто-то вырубал лес, соответственно, лес, священные рощи, да, яблоневый сад какой-нибудь и так далее и тому подобное. И потом просто приходила старушка, да, там, знахарка, либо еще кто-то, и она говорила, что вот, вы теперь прокляты. Нельзя эти деревья было вырубать, нельзя этот лес было трогать. Соответственно, после этого начинается череда страшных и непонятных событий, когда кто-то там утопился, умер. И они как говорят, что сколько деревьев было вырублено, сколько яблок было вырублено, как один из вариантов, столько людей, да. помрет. Да. Поэтому это прослеживается, чувствуется, что все-таки отношение у людей уже тогда было к лесам и к деревьям очень даже серьезно. Ну, это абсолютная правда. И у нас до сих пор же правозащитники, мне кажется, они где-то думают, что защищают не просто лес как ресурс. Мне почему-то подсказывают, что это где-то на подкорках у нас есть, что лес – это священное место, да. Который тот, кто придет в лес топором, осквернит это место, и своего рода мы лишаемся главного ресурса и жизненной силы, я бы сказала. Как выбираются эти рощи? Как? Как? Ну, я думаю, на самом деле, это достаточно просто, потому что это вот роща всегда это место какого-то природного явления. Ну и неудивительно, что когда у тебя нет объяснений, как работает природа. Даже сейчас, когда у нас есть вот просто огромное количество физических, квантовых объяснений каких-то явлений, мы все равно верим в том, что что-то происходит не просто так. Да? Поэтому, естественно, как выбирается роща? Вот мы видим, что здесь растет больше малины, да? А здесь вот обожженное дерево сверху. То есть снизу оно не обожженное, сверху оно обожженное, да? Ну, это, понятное дело, что мы сейчас знаем, что это логично, что это удар молнии, да, в дерево. Но, может быть, ранее ты этого не видел явления. Естественно, ты видишь, что сверху дерево черное, снизу оно зеленое, да, и как это произошло? Естественно, здесь тогда закладываем здесь мы рощу. Или, допустим, очень часто сакрализируются какие-то, если есть, конечно, такие вещи, как камни, необычной формы, Вообще камень и многие даже деревья очень сильно и достаточно антропоморфны. Например, антропоморфны в каком плане? В том, что они похожи на какие-то части тела человека или, допустим, на самого человека. Естественно, так ли хочешь ты этого или не хочешь, внутренне, даже сейчас мне хочется, если, допустим, камень был бы похож на какую-то форме черепа человека, мне захотелось бы его сакрализировать. То есть ты утверждаешь, что лес – это такой центр, где есть место и материальному, будь то ресурсам, да, там, древесине, камню, и при этом это такое место духовное, да, место силы, некая опора. Правильно я понимаю? Да, лес – это физическое и метафизическое пространство. То есть место, куда человек уходит не только для уединения, покоя или какого-то там временного отрешения, да? Созерцание бесконечно вечного. Для преисполнения уходит. Ты упоминал о том, что лес встречается, упоминание вообще о лесе встречается во многих культурах, да, будь то славянская мифология. А что, кстати, славянская мифология? Что у нас вообще есть, какие интересные упоминания?
Это священное место. Однозначно священное место, которое населено пантеоном богов или духов, потому что, ну, в принципе, славянская мифология, если ее разделить, то я бы ее делил на богов таких высших духов. Типа да, Перун? Да. Да, ага. И богов более низших, которые репрезентируют, то есть представляют духа дерева, духа берега, духа реки. О том, то, что лес это священное место, мы причем слышали с самого детства. В сказках. Самое первое упоминание, наверное, в сказках. Ну, если я вспоминаю сказку, то для меня представляется, что лес в сказке, вот, по крайней мере, то, которое мне рассказывали, место страшное. Да. Колобок укатился Да. в лес куда-нибудь там, В лес и не его там ходи, съели. нам несет меня леса, за темные леса. Да, вот даже если берем любую сказку, в фольклоре, в славянском фольклоре, это страшное место. Темный лес, пугающий лес. Хотя и лес светлый, иногда лес светлый, да? Его не всегда же пугает. Ну Или да. всегда? Нет, хотя интересный вопрос. Мне кажется, днем, когда мы идем в лес зачем-то, да, то мы не испытываем страха, а вечером все как будто открывается в другом свете и становится страшно действительно. Лес это такой, я бы сказала, наверное, некий барьер, может быть. В сказках, если мы берем, говорим, все наяву, да, есть некая явь и навь. И правда. Знаешь, и правь. А про правь, что это что получается? Явь, навь и правь. То есть Ну, наяву, то, что происходит в настоящем мире, да? У нас посередине. У нас посередине. Так, правь. Это выше, это и не рай, и не ад, это то, что это место, которое находится просто выше. Место между землей и солнцем. И навь. Навь – это мир мертвых. Лес – это место между миром живым и миром мертвых. Некий портал, да? Да. Я бы, наверное, не назвал бы лес порталом. Лес – это все-таки уже пространство, куда попадает герой или куда попадаем мы. Ну, мы, в принципе, тоже герой, который отправился в лес зачем-то, да, поэтому лес – это конкретно пространство. Порталом, скорее всего, и вероятнее всего, выступает что-то иное. Может быть, какие-то внутренние строения в лесу, которые встречает герой на своем пути. И- Но мы это слышали. Да, мы слышали это часто в сказках, да и вообще я часто слышала, господи, лес дремучий, темный лес, заколдованный лес, да, там лесодол, видений полны. И при том, при всем, лес как к нему относится? Его же в сказках превозносят, его лес говорят, что это место, которое охраняемое, почитаемое. То есть тоже возвращаемся к тому, что лес имеет огромное значение. Потому что в лесу есть ведомые и неведомые. Видимое, невидимое, ведомое, неведомое. Наша. Славянская концепция, да, лес, лес как концепция, в принципе, да, лес как концепция, такое некое место, куда можно послать, да иди ты лесом. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Да. В лес можно послать, в В лес лесу можно можно уйти, просто уйти, Или потеряться. заблудиться, совершенно верно. И даже говорят, что животные уходят в лес умирать. Птица себе стреляет. Можно уйти, прорваться в лес. Можно уйти, побыть в тишине. Можно там потеряться, можно там заблудиться, то есть тоже потеряться, как бы, да, хотя заблудиться, потеряться, я бы подумал, что это концепции разные, потому что потеряться в некоторой степени у меня такое ощущение, что это преднамеренное действие, а заблудиться Это то, это что... ты блуждаешь. Да, То есть блуждаешь, тебя кто-то водит. Да, в лесу. То есть это место страшное или место хорошее? Хороший вопрос. А ты как считаешь, страшное это и хорошее место? Иногда лес хороший, когда он выглядит хорошо, иногда лес плохой, когда он выглядит плохо. Плохо. То есть как вообще выглядит Пятый этот этаж лес, это да? 4 на 1 повыше, да? Лес иногда репрезентируется с помощью кустарников или рощ. Да, даже зарослей в некоторых сказках или некоторых обрядах инициации, если нет леса рядом, то обряд инициации – это достаточно такие славянские, я бы сказал, не очень этичные обряды, потому что они даже иногда, возможно, проводились жертвоприношениями. В нашей культуре мы этим грешили, да. Да и, в принципе, если мы говорим про древнюю культуру, без жертвоприношений, там, это подношение же богам,
получается, Необходимость. своего рода. Необходимость, да, и причем это в разных культурах встречалось, не только, я думаю, что в славянской культуре. Это везде изначально было, первобытные какие-то такие посылы были изначально, потому что, а как по-другому донести о своей просьбе, да? Ты говорил то, что в лесу часто изображали, да, либо это лес, либо куща, либо роща, то есть заросли, кустарники. Это его темная часть. Так, если есть темная часть, значит и Есть есть. светлая часть. Но это начало леса, да? Потому что в лес так или иначе ты входишь через опушку. Мгм. Часто она при этом в сказках или в рассказах, и в былинах, она залита солнцем, да? Мгм. Ну да, светлая какая-то полянка такая, да, место такое светлое. Да. Светлое место, безопасное место, да? Мгм. Которое, перед тобой находятся деревья, которые вроде бы для начала вообще ничего плохого-то и Не не представляю, да. предвещают, да. Мгм. Иногда, конечно, герой входит входит в лес без светлой опушки, но при этом, что интересно, если герой входит в лес через светлую опушку, то лес постепенно загущается, да? Ну да. Если же герой попадает в лес без светлой опушки, то в лес он просто падает, буквально проваливается сразу в темную. Да, он попадает, причем вне зависимости от времени суток, это всегда темный густой лес. Густой Страшно, лес. да. Без разницы. Ни луна, ни солнце туда не пробиваются и не проглядываются. А еще интересно, я вспомнила, что если герой попадает в какую-то неприятность, не слышно ни звука, ни ветра, то есть и другие какие-то стихии как будто перестают появляться, и все живое как будто исчезает в этот момент. То есть он находится в эпицентре вот этого своего даже страха, я бы сказала. Вот это страшное такое некое место, темное, да? Это когда в лесу происходит что-то реально страшное. То есть, Да. что интересно, что когда происходят какие-то погодные явления, будь то ветер, там птица прилетела, то это в кино и аниме это ничего хорошего не предвещает. Да? Если вспомнить «Атаку титанов», то вначале мы видим, что шумит ветер, видим дерево при этом всем, да, как Аксис Мунди, видим птиц, которые прилетают, то есть это будут перемены, которые ни к чему хорошему не привели героев и не приведут героев явно. Тот феномен, что все затихает. И вот Тишина тут такая. начинается самое страшное. Вспоминаю сразу наших литературных персонажей. Это Аленушка, Или там, да, и Алешенька, которые уходят в лес, да, там то по грибы, то могут их послать зачем-то, там спасать ту же там царевишну, допустим. И то есть идти туда зачем-то, то есть в лес идут с какой-то целью. Просто так туда уходить, ну, редко, кстати, встречается, как по мне. Просто никто вот уйти. туда просто так и не уходит. Да. я думаю. Люминкянин в Калевале уходит в лес на охоту. Мгм. Ну, то есть мы опять еще тоже возвращаемся к первобытному, что все равно туда люди охотятся. То есть нам рассказывают как бы предысторию того, то, что люди идут в лес, охотятся, либо идут с какой-то целью. Да. Какая цель героя в лесу? Пройти все препятствия. Ну, это эпизод пути героя или его Конечная цель. конечная цель? Мгм. Ну, то есть мне кажется, что иногда, вот если мы берем какую-то, опять же, типичную сказку, что лес – это лишь часть пути, потому что потом дальше развивается событие, где он наконец-таки выходит из него, и, соответственно, идет последовательная цепочка. То есть это некий элемент, может быть. Или… Или 3 поросенка в лесу и волк. Да, то есть это целое место для развития событий. Или, допустим, домик какой-то ведьмы, колдуньи, ну или бабы-яги, и он находится тоже в лесу. Мгм. Кстати, интересно, что самое известное выражение, что это не просто домик, да, а избушка на курьих ножках. Почему вообще возникло такое понимание? Почему-то часто в сказках или на иллюстрациях избушка на курьих ножках изображается как некое ветхое здание, где действительно куриные ноги. Но по факту, лапки, да, вот эти. А по факту, почему называется это избушка на курьих ножках? Раньше в лесах, причем заброшенных, выстраивался такой некий дом, да, без окон, без дверей, причем в сказках это часто упоминается. И дом стоял на столбах, на 4 столбах, чтобы он держался. И эти столбы что делали? Окуривали, то есть брали какие-то травы и дымом прогоняли злых духов или помогали человеку умершему перейти в мир духов. То есть это своего рода гроб был. Дом без окон, без дверей, и дом окуривали. И кто там живет? Какой персонаж? Баба-яга. Баба-яга Ведьма. и костяная нога. То есть есть предположение, что одна нога у нее в том мире, другая в другом мире. То есть это тоже некий проводник между миром живых и миром мертвых. Тем самым даже вспоминаю вот река Стикс, да,
И тоже там мы говорим то, что о Бухают. проводниках. Да. То есть мы говорим о том, то, что избушка на курьих ножках и вот это все то, что находится в лесу, это еще раз подтверждает, что есть Навь, Явь, да, и вот это некое место, которое является переходной границей между миром живых и миром мертвых. Ну, ты сказал, что заброшенное место, Мгм. где окуривали. Да. Но тогда это не заброшенное место, это священное место. Ну, священное место. Ну, простым людям туда не попасть. То есть туда, если кто попадал, вторгался в это место, они же потом натыкались на различные тоже препятствия. То есть ты хочешь сказать, что существует наказание за вторжение в мир Мгм. мертвых? Да, да, в мир, в то, что ты, может быть, зашел туда неподобающим образом, то, что, в принципе, ты, может быть, увидел то, что тебе не надо видеть. Нарушил границу, нарушил порядок, строй. И будешь наказан непременно. А что случается с героем в лесу? Как правило, когда он приходит туда, он кого-либо встречает, да, и иногда он встречается с фантастическими героями, мифическими или мистическими, да, существами. Например, самый первый герой, который тебе приходит в голову. Леший. Леший, совершенно верно. Это такой демонологический трикстер славянской мифологии. Но Мгм. трикстер, он перевоплощается, да? Он перев- Оборотень. Не оборотень. Мгм. Оборотень – это другое. Оборотень это человек, который превращается в волка и обратно. Мгм. Да, который превращается, при этом у него есть определенная фазность. А леший – это то существо, которое находится в лесу, которое ты можешь встретить на пути или на тропе. Движение по дороге лешего позволяет игнорировать законы реальности, поскольку она проходит как бы в ином мире, поэтому в мире человеческом леший следов не оставляет. То если на дороге лешего располагается человеческое жилье, то оно оказывается зоной контакта человеческого и демонического миров. Леший может не только водить человека по лесу, но и похитить, особенно если кто-то послал его к лешему или сказал: «Понеси тебя леший, чтобы тебя леший водил, да чтобы тебя леший унес, леший бы его убил», ну и тому прочее. Вот сруганные люди теряются в лесу, их уносит вихрем, их несет так быстро, что даже на лошадях догоняют с трудом. Иногда уйти человека в лес понуждает таинственный голос, который все время повторяет: «Иди, иди, иди». Или леший буквально уводит человека за руку. Стоит он подле высокой ели, и кажется тебе, что подле ели стоит другая ель. Между тем, на самом-то деле, это и есть леший. И тоже неоднозначно такой герой. Нельзя сказать до конца, что он хороший или плохой, наверное. Бывает плохим, бывает хорошим, в зависимости от того, что ты делаешь в лесу. Мгм. Если ты ляжешь на тропу лешего, Мгм. то тебе не поздоровится. Если ты нарушишь лесной покой, Мгм. будешь лешкаться в лесу, то Мгм. есть призывать лешего или Мгм. обзываться как-то, то тебе тоже будет не очень хорошо. Но вот Мгм. если ты принес ему дары, тебе Мгм. будет хорошо. Интересно, а какие дары? Что может быть в качестве дара для лешего? Вот так вот, если прийти, вот так вот, чтобы знать. То же, что и для тебя. Ну, Ага. представь, что ты человек, который живет давно. Давно в Тогда, лесу. когда еще нет представления о христианстве. Ну, или оно есть, но оно еще не распространено. Ну, нет крещения Руси и всех вот этих вот вещей, да. То что для тебя в таком бы обществе было важно? Что? Горячая вода души. Не знаю. Еда. Еда, наверное, да. Но опять же, ягоды, все это есть в обилии. А что ты А ты принес? знаешь ягоды? Какие именно можно есть, Можно какие кушать. нельзя? Ну, Ну, в принципе, волчья ягода. Волчья ягода это как дар? Или нет? Волчья ягода. Нет, это Ты имеешь в виду, видишь какие- красную ягоду в лесу, и Так. ты Думаешь, что она съедобна. или нет? Мгм, как и есть- мухомор тоже. Съедобна или нет? Мгм. Зависит от твоего опыта. Ну да. Если- Либо если ты лось. Потеряться в трех соснах? Мгм. Знакомое выражение. А можно это сделать? Уйти туда, куда глаза глядят, Пойти туда не знам куда? принести то, не знаю что. Ну, это встречается, наверное, это знакомо для каждого из нас, встречается повсеместно. Ну, Мы даже используем это в повседневной жизни. Потерялся в трех соснах. Да, кстати, часто слышу, если в незнакомой местности куда-то пришел. Ну, да, представим такую ситуацию, что это будет рассказ про визуализацию. Вот герой, он заблудился в лесу. У него нет воды, он не знает, куда идти. И если он себя хорошо вел в лесу, то на пути его встретят или встретится берегиня. Ну, он может и не увидеть берегиню, как вот такую манифестации, как бы берегини может и не произойти, он ее не увидит. Но, скорее всего, он услышит либо смех какой-то, да, то есть за обрывом у воды, и берегиня поможет ему
выйти к чистой воде. То есть это тоже такой некий персонаж женской, да, в женском обличии, которая помогает, да, но при определенных условиях. Если себя хорошо ведешь в лесу. Мгм. Это дух берега, рек и озер, который помогает путнику в его путешествии. Но при этом не путать с русалкой. Наша русалка, славянская русалка, Мгм. очень напоминает сирену. Она Мгм. сидит где? Вспоминаю, на ветвях. На ветвях сидит. Да, на Не ветвях обязательно, сидит. то есть она не обязательно морской персонаж. Нет. Сирены тоже сидят где? На камнях, на по-моему, камнях да, и на поют скалах. песни. То есть русалка отрицательный персонаж, потому что она тебя она поет песню какую-то, она заманивает. тебя заманивает, и ты оказываешься в пучине морской или в пучине там... В тени болотной. Изображение ее именно в воде это нетипично для, для этой мифологии, потому что изначально русалка это кто? Это покойница, да? Девушка, которая покончила с собой. И Умершая. потом умершая, да. То есть это опять же вот такой персонаж из мира духов. И Берегиня, если мы говорим о ней, это такой персонаж, который вымышленный в том плане, что это тоже элемент бога, или это все-таки какой-то сказочный персонаж, то есть мифический абсолютно, то есть какая-то... или все-таки это устойчивый такой элемент, Это как Леший, например. устойчивый персонаж, это наравне с Лешим. Это не высшие боги, это лесные духи. Она лесной дух. Помощник. Помощница. А почему герой начинает блуждать в дремучем лесу? Потому что лес, он дремучий. И это слово, которое является однокоренным к слову дрема. Да, и, возможно, в принципе, образовано от дремы. То есть дрема – это такое состояние сонливости, полусна, гипнотическое состояние, когда ты засыпаешь. Да, ты лежишь. В полудреме, да, таком в неясности какой-то. Это такой легальный трип. Да, и такой легальный трип происходит, собственно, с героем в лесу. Потому что... Почему? Ты идешь по лесу. Так. Ты идешь по лесу, идешь, ты смотришь, вот здесь такое дерево красивое, здесь так свет упал, вот здесь какая-то дымка появилась. Идешь, и ты уже не знаешь, где твой след. Твой след простыл, тропы там нет, да, потому что тропа это такое устойчивое формирование в лесу, где явно чувствуется чье-то присутствие. Присутствие других людей, это животных, это твоя опора, даже несмотря на то, что тропа для тебя, может быть, это непонятно, кто ее сделал, но ты опираешься на тропу и идешь на ней, как будто, это твое основание, куда ты идешь. Ты пришел, откуда ты пришел, как бы путь такой, и куда ты идешь к какой-то точке. И причем я почему-то вспомнила, что если мы опять же возвращаемся к сказкам, то дают в качестве помощника клубок, чтобы ты не заплутал, чтобы ты нашелся. То есть это вот такая некая помощь. Это я просто вспомнила к тропе, возвращаясь. Это хорошая отсылка к нити жизни, наверное. Если твоя нить оборвется на этом клубке, ты потеряешься в лесу и просто умрешь. Почему я вспомнила греческую мифологию, где 3 женщины, одна, которая с одним глазом, с другим они вяжут этот клубок? Лес – это лиминальное пространство. Что это значит? Пространство, которое позволяет существовать герою вне рамок, да, вне рамок гендерных, вне рамок социальных. Тебе захотелось это сделать. Продолжай. Он проходит какие-то испытания и своего рода перерождается, да, и становится каким-то более высоким по своему социальному, наверное, положению, да. А вот про смену пола, как так это происходит, интересно? Почему Леший это трикстер. Он может привидеться тебе как твоим знакомый или знакомый. Он может привидеться даже при этом умершим человеком. То есть ты можешь видеть, допустим, подругу свою, она при этом просто ты пошла в лес, поругалась, прежде чем войти в лес, да, инициировалась в лесу через лешканье, через ругань, и видишь свою подругу в лесу. И она на тебя смотрит и хохочет. Ты становишься равным в лесу, все равно каждый, кто туда зашел, он будет таким персонажем, у которого есть одинаковые права. Неважно, кто там, царевич зашел или Аленушка зашла, то есть неважно. Да, лес, он уравнивает, он разделяет, он удаляет какие-то права, некоторые права ты приобретаешь в лесу, то есть лес совершенно преобразует, но он меняет все. При этом лес, это все-таки мы не забываем о том, что это место, где полно опасности, то есть тебе страшно там находиться, и при этом с тобой может произойти непонятно что вообще. Да, ты можешь найти неведомые следы. Кого-то, да, животных, людей, мифических созданий, то есть...
В лесу полно опасностей, но от этих опасностей же есть какая-то защита. Обереги, тотемы, Мгм. руны и жертвоприношения. Мгм, мгм. Или приношения. Ну, не обязательно Приношение, да. А отправить какой-то хлеб или зерно или мясо, для тебя это Мгм. жертва. Мгм. Ты же не поешь. Ну да, но при этом, и когда ты эту жертву отдашь, у тебя будет какая-то защита или милость богов. Да, Мгм. лешего, водяного. Ну, то есть жители вот этого леса, обитатели этого леса, которые могут тебе относиться в зависимости от жертвоприношения благосклонно или отрицательно, да, то есть тебя как-то покарать. Мгм. И при том, при всем, все эти элементы создаются тоже из каких-то вот материалов, которые у нас есть под рукой, да, в этом же лесу мы берем. Ну, если мы говорим про тотемы, обереги или руны, которые мы Мгм. там нарисовали на деревьях, на глиняных дощечках, Мгм. На камнях, бересте, например, ну, да, всё, на вырезали всё. на костях. Они угловатые, но потому что это и понятно. Ведь все, что ты делаешь, это природный материал с природного материала. Это такой неисчерпаемый источник. Да, из леса дом, из дома лес. Много говорим с тобой о том, вот о духах леса, о помощниках леса, но мы забываем, что это и, во-первых, такой природный ресурс, где есть и непосредственно живые существа, да, и обитатели леса. Там первое, кого мы встречаем, наверное, каких-то птиц. Ворона, сорока, воробей. Мгм. А хорошо их встретить. Вот, кстати, нет. Мне кажется, то, что особенно черный ворон, и столько песен, и столько сказок, и столько предостережений, что это плохой знак. А То есть- сороку первый раз слышу. А что про сороку? Ну, птица – это какая-то весть, да, и Мгм. весть, скорее всего, плохая. Мгм. То есть любая птица, которая встретится в лесу, будь то ворона, сорока или воробей, это к беде. Да. А про птиц почему? Еще вот это просто, это пауза только поставь. Про птиц почему? Ну, представь, черный ворон. Он большой, черный, каркает, да, Мгм. и внутренне создается ощущение, что он несет, Какую-то, кликает да, какую-то беду. плохую весть, да, и черный ворон – это предвестник смерти. То есть вот изображают обычно, даже если мы возьмем картины Билибина, там, где смерть, там, где девушка выходит из леса с этим посохом и с черепом, везде вот вороны, вот эти черные, это предвестники такие беды. Сорока еще есть, да, которая любит что-нибудь украсть интересное, да, там блестящее. Кукушка, да, сколько лет осталось мне жить, ты узнаешь. И при этом ты боишься узнать, если она молчать будет. Когда кукушка кукнула один раз. Да. А вот в лесу может исчезнуть этот персонаж? Его может кто-нибудь украсть? Его может украсть и утащить в глубину леса. Его, Мгм. может быть, изначально уже украли и поместили в лес. Мгм. То есть я вспоминаю сразу строки «Через леса, через моря колдун несет Богатыря. богатыря». Да, тоже украли Он его- персонажа. Он его похитил. Мгм. Но богатырь там мертвый Почему? или живой. Вот это, кстати, А интересно. вот я не помню. Он Мне там кажется, есть? он живой. Мне почему-то казалось, что там мертвый богатырь. Типа он Он несет победил его и уносит, да, Он его колдун? Да, он его несет, скорее всего, окуривать. Окуривать? Ну, мне казалось, да. Ты серьезно думал, что он всегда умер? Да. Почему? Я думала, что он живой. У меня вайб был такой, что для Мёртвый. меня, не то, что у меня вайб был, а вайб вот этого. Вайп мертвого богатыря. Да, вайб мертвого богатыря был, что он мертвый всегда. Я думал, что колдун его несет, потому что колдун и Баба Яга для меня, вот когда я слышал первый раз эту... Персонажи, короче, которые силой обладают, и они вот так вот... Богатырь – это тот, кто борется с этой нечистью, да? Богатырь, да, это его- просто герой. Но для меня, я никогда не думал о богатыре, да, о том, что это прям персонаж, который как из комиксов. Он Мгм. не какой там сверхсильный, да. Мгм, Я думал, что это просто герой. Ее просто когда обозвали богатырь. мгм. А колдун это так же, как и Баба Яга, такой же персонаж лесной, темный персонаж, который его похитил очень вероятнее всего мертвого и переносит его из мира живого, мира То есть это в не мир он мертвых. его убил, он просто переносит в лес тот же самый, Да. да? Интересно. Лес, потому что лес, как мы уже говорили, что лес это лиминальное пространство. Это Мгм. пространство без пространства, то есть пространство между правью Мгм. и Явью, навью, да, навью, а есть явь. Явь для богатыря тогда уже закончилась, и вот это его такой переход в мир вот мертвых. Ну, по крайней мере, у меня были такие стойкие ощущения раньше от
этих строк. Мгм. Хорошо, если ты говоришь про похищение, возвращаясь к этому, а откуда могли забрать героя, похитить, откуда могли? Вообще похищение происходит, без разницы откуда, происходит чаще всего женских персонажей. И Ну при да. этом Мгм. да, Детей, женских детей и персонажей. женских персонажей. Они потому что более беззащитны, Мгм. и они считаются, что более желанны для каких-то ритуалов и обрядов. Гуси-лебеди. Э, Вспомнишь? Нет. Ты не помнишь этот сказ? Гуси-лебеди, которые похитили у Аленушки братца Иванушку. И Да. тоже они его забрали из этого места и унесли в лес. И тоже, опять же, просто к теме птицы. То, что Да, они птицы птица. еще и опасны тем, то, что они могут что-то забрать и опять Унести. несут в этот лес, да. А когда ты пойдешь за птицей, будь то сорокой или лебедями, Мгм. ты можешь там потеряться, Мгм. задремать, Мгм. перейти в гипнотическое состояние Мгм. и уйти туда, И где... увидеть духов. И увидеть, ну, потому что духи, скорее даже их не можешь ты их не увидеть, они тебя будут сопровождать. Мгм. То есть духов в славянском мифе ты можешь не видеть. Ты можешь встречаться с их последствиями или их проявлениями. Шум ветра, ломающиеся деревья, а собака, с которой ты пошел гулять, вдруг попала под ель, Мгм. и ее там разорвало на клочья. Мгм. Это славянский миф. Так или иначе, мы говорим о том, что в лесу может произойти все, что угодно. И главное, то есть, если ты уже туда решился, если ты такой смельчак и пришел туда, то не уходить с тропы. Да, главное не попасть там, где нет ни тропы, ни следа. Мгм. То есть надо место, где уже кто-то проходил, кто-то уже прошел этот путь, возможно, да? Возможно, да. Мгм. Лучше быть в защищенном месте. Что там было? Прямо пойдешь, помрешь, Так. налево пойдешь, богатым будешь, Так. направо пойдешь, женатым будешь. А меня почему-то вспоминала, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жену найдешь, что-то с рэпом. Персонаж или герой, он и в лесу встречается с препятствиями, и еще на распутье каком-то. Если мы говорили про тропинки, ты говоришь, главное идти по тому месту, кто уже кто-то шел. Прохожему, Да. протаренному пути идти. Мгм. Ну, то есть на каком-то развилке же может встретиться персонаж и еще с кем-то встретиться. Интересна предыстория самой песни о вещем Олеге. Стих пишется тогда, когда славянской мифологии можно было говорить разве что в шутку. Мгм. Да, она совершенно... Это был моветон такой славянской мифологии, поэтому... И это интересно, Александр Сергеевич, в общем-то, собирает достаточно такую хорошую историческую справку до крещения Руси, и, соответственно, действие, одно из самых главных действий происходит на опушке леса. Мгм. Когда из леса на встречу вещему Олегу выходит Кудесник, друид, колдун, леший, кто угодно, на самом деле. Они все... вдохновенный кудесник, выходит на встречу и сообщает ему кое-какую весть. Ну, то есть опушка леса – это либо финал путешествия для героя, когда он выходит из этого леса, либо его начало. Как происходит с Олегом. Это его точка такой инициации. Мгм. И при том, при всем, она заканчивается практически там же, где и началась. Да, это достаточно такая базовая мифологическая конструкция. И не только мифологическая, но и философская. Что там, где начало, Там и конец. там и конец. И где конец, там и начало. Мы говорим не просто про сюжетность, да, там, будь то в рассказах, в эпосе, мы говорим о том, то, что персонаж, он, как вот ты упомянул, правда, как в колесе постоянно. То есть вот идет начало, то есть какое-то препятствие, конец, и опять перерождение. И это все заново, как новый виток. И причем очень много персонажей, даже несмотря на то, что получили такой опыт, все равно идут в этот лес и продолжают. И Получать какие-то... этот опыт заново. Мгм. Или переживать его заново. Мгм. Или становиться еще выше, сильнее. Мгм. То есть они это делают не просто так, они, получается, уровень свой повышают, да? Да. Какое-то духовное приобретение. Ну, Интересно. И при всем при этом мы говорим, ты вот упоминал о том, то, что лес, если мы говорим сам лес, это все равно темное место, чужое. чужое, да, инородное такое. А пушка все-таки это безопасное место. Мы с этого начинаем, герой у нас с этого начинает, да? С этого начинаем, потому что пушка леса – это, возможно, поле, а поле сделано кем-то. А единственное кем-то, кто может, кто поле сделать может, это мы. С человеком. Ну, то есть то, что человек делает сам, это безопасно, да?
это безопасно, это закон, это порядок, да, это обуздание хаоса. А вот лес это место совершенно хаотичное, а Дикое. потому и страшное, да, дикое. То есть мы возвращаемся к тому, что все-таки мы решаем, что лес это некое страшное место. Да? Страшное место. С русскими народными сказками, в принципе, понятно упоминание и о лесе, и об этих персонажах, а литературные герои и, собственно, авторские сказки, не сказки, а вообще авторские произведения, где встречается упоминание о лесе, есть? Ты хочешь сказать про кино, про рассказы? Да, все Романы? что угодно. Вообще, кто эту тему освещал? Где-то есть еще упоминание, помимо славянской мифологии, эпоса? Где-то это еще встречается? Так. Гёте, Толкин, Мария Французская, Ари Астер, Триер, Тарковский, Джеймс Кавилл, Эко. И Ого. герои попадают в лес. Ага. И вот тут начинается, наверное, самое интересное. Делил бы на две большие такие штуки. Это программные вещи, да. Программные вещи, это, допустим, если мы возьмем Ари Астера, это «Сестра Хибо». Если мы возьмем Тарковского, это «Солярис». Это там, где герой в лесу встречает свое прошлое. Ну, допустим, своего отца, да, или жену. Ну, для Тарковского это жену, для «Сестра Хибо» это, соответственно, отца. И переживает опыт, что было бы с героем, если бы вот что-то бы случилось. Другое с героем, собственно. Ну, не хочу спойлерить, просто «Сестра Хибо», поэтому лучше посмотреть. Вот непрограммное – это солнцестояние. Это просто великолепный пример. Солнцестояние, очень много споров возникает, и будет интересно узнать твое мнение, что ты считаешь. Ну, по поводу вообще в целом этого фильма противоречивые чувства. У меня, когда честно, возникли очень сильные чувства, но расскажи, пожалуйста. Лес – это темное место, место страшное, да? А опушка леса – место хорошее. И в лесу странности тем страннее, чем дальше в лес. Ну, понятно, это базовая конструкция леса как страшного места. Это в хоррорах, да? А здесь же у нас страшное место – это что? Опушка. Это опушка леса. Самое светлое место. Самое светлое место. Залитое солнцем пространство, где происходят совершенно какие-то фантасмагорические, страшные события для героев, где герои перерождаются, перевоплощаются. И... Но это такое промежуточное место. Если мы говорим про священное место, да, вот, ну, не говорим буквально рай, ад, да, мы говорим то, что опушка леса – это все равно место, ты говоришь, трансформации какой-то происходит. Опушка леса – это чистилище, где герои должны победить или совершить какой-то переход, трансформацию от своей прошлой жизни к своему новому. К новой жизни, к новой жизни, к будущему. И у кого-то это не получается. Ну, кто-то не все проходит испытания. Да, это точно, не все проходят испытания. Умберто Эко. «Таинственное пламя царицы Луаны». Потрясающий рассказ, где герой после инсульта теряет свою память и начинает воспринимать свою жизнь, проходить заново свою жизнь путем взаимодействия с какими-то предметами прошлого. Это дневник, там, песни Битлз. Есть попадание в такое священное место для героя. То есть, как мы говорили, что священное место формируется таким путем, что там было какое-то событие, или там в этом священном месте что-то произошло природное. Так вот, для героя здесь произошло и природное, и личное. То есть он там рос. Это виноградники. И он там вспоминает в этих виноградниках, пожалуй, практически все, что он забыл. Природа. Обязательно должна быть природа как центр вот этого единения и с нашей памятью, да, с нашим прошлым, с нашим настоящим, с нашим будущим. Да? То есть все равно природа – это неизменный фактор, да, того, что происходит. И мы возвращаемся, опять же, к лесу. Да? Ну, то есть какая-то растительность должна быть обязательно. Дерево. Или куст. Ну, то есть дерево, куст. Вот, я просто к этому хочу подвести. Терновый то есть терновый венец, да, это лоза такая с иглами, с шипами, которая была на Иисусе Христе. А виноградник? Виноградная лоза тоже своего рода. Ну почему? У меня лоза ассоциация с каким-то кустарником таким жестким, который там как вот, не шиповник, что-то такое. Виноград не шипастый, но он жесткий. Да. Если вспомнить, как вообще выглядит виноградный куст, он слоится, у него внешняя часть расслаивается, да, и он очень жесткий.
Да, новые какие-то у виноградника, новая поросль, она мягкая зеленая, а вот более старая, уже годичная, она прям коричневая и очень даже хрупкая. Ну, то есть мы все равно говорим о том, то, что в других произведениях, да, в авторских произведениях, вот упомянул «Солнцестояние», мы говорим про кино, мы также упомянули произведение, да, Умберто Эко, да, тоже все говорим о каком-то перерождении. Правильно? Все равно упоминание леса или виноградников, то есть это Да, в вот рамках идет. перерождения. Булгакова. Это «Вальпургиевая ночь». Она же, пожалуй, самое знаменитое событие в лесу, куда все черти слетаются, ад пуст становится, все дьяволы сюда слетелись. Это «Вальпургиевые ночи», да, вся нечистая сила, лесная и не лесная, собирается в лесу, чтобы в таком слиться в едином экстазе один раз в год ночью. Все это взаимосвязано с какими-то природными процессами, да? Не всегда в лесу виновниками выступают мифические и фантасмагорические существа. Да? Иногда это просто место интриг, в который герой просто попадает и становится, специально или не специально, становится участником этих событий. Допустим, это мы видим в куртуазных романах. Да? Куртуазные романы — это романы средневековые о том, что, рыцарские романы, собственно говоря, о приключениях рыцарей круглого стола, о приключениях короля Артура. Допустим, «Зеленый рыцарь» Гавейн, он в лесу видит всю свою жизнь. Совершенно фантастический путь. Он видит и в лесу и гигантов. Его, в общем-то... это случайно не фильм? Это тоже снят был, есть по-моему, и фильм. «Зеленый рыцарь». «Зелёный Вот, рыцарь». я только тоже вспомнила, Да. что я смотрела, что там непонятно, что он просто сразу оказывается в куче событий и начинает происходить почти непонятно что. Не знаешь, что ждать от этого леса. Вот я вспомнила, это, оказывается, все-таки не просто исключительно какая-то авторская задумка, это по произведению, то есть написано. Да, это куртуазные романы, это полноценный рыцарь, который, так сказать, немножко задавался вопросами. И при этом он в лесу, в одном из эпизодов, видит всю свою жизнь. То есть в лесу, как мы уже и говорили, что лес — это такая... Лес глобально может выступать как бы перепутьем, распутьем. И, соответственно, герой, Гавейн в данном случае, он либо остается в лесу и умирает, либо он продолжает свой путь. Более в современных вещах это Fallout. Например, который вышел недавно на стриминговой платформе, где Амазона, да? Который Amazon, собственно, и снял. Героиня выходит из убежища, как лор Fallout строится. Случилась такая ядерная катастрофа. Я слышала, да. Не совсем понятная. То есть кем она инициирована была. То есть здесь тоже вопросы есть, но это не суть. До этого строится убежище, куда попадают богатые люди, как преимущественно богатые люди, потому что там покупают места в этих убежищах. Соответственно, там после войны растет не одно поколение людей, и по каким-то неведомым событиям, либо по событиям таким, что у каждого убежища могла быть какая-то функциональная цель, функция какая-то, да, будь она открывается по времени или открывает вот снаружи. Первое, с чем она встречается, понятно, это пустошь. Пустошь — это пустыня, постапокалиптическая пустыня, постядерная пустыня, да, это непонятно, что там. Там один песок, понятно, что... она боится, она долгое время находилась в убежище. Она ребенок. Да, то есть она всему новому удивляется. Я помню, она там «Перекати поле», когда она увидела в первый раз, она удивилась очень. Первое, куда она попала, что ее, наверное, вероятнее всего, больше удивило, и где она немного уже начинает менять свое мировоззрение, это вот участок леса начальный, ты, наверное, помнишь. Это примерно 2-я серия. Она заходит в лес и видит просто каких-то чудаковатых, фриковатых там людей. Кто-то кого-то несет там в клетке, ей там непонятно что предлагают, она с ними пытается взаимодействовать, но ничего не происходит, потому что у них есть своя цель, они, соответственно, идут за ней, и она попадает потом тоже в не очень понятный для нее город. То есть получается, что ты хочешь подвести к тому, если мы говорим про современную, да, про современность и упоминание о вот этих мистических местах, наверное, даже в постапокалиптичном мире, если персонаж попадает в знакомые ему все равно условия, да, там на каких-то там подкорках, да, вот природные условия, будь то пустошь, он все равно вспомнит, не себя,
Но, наверное, вспомнить что-то прошлое, даже не знал об этом, так получается? Может быть, это возвращение к корням, возвращение к разнообразному социуму. Все-таки в данном случае социум убежища, он был более такой стерильный, пробирочный. Здесь же он более хаотичный. То есть она из мира порядка, то есть то, перешла что в мир создано, хаоса. то, что создано человеком, как бы поле, которое создано человеком, или убежище, которое создано человеку просто по мысли человека, полностью по мысли человека. А лес, он не создан по мысли человека, он создан сам собою, преобразуется сам собою и вообще живет сам собой, и он олицетворяет полнейший, ну, собственно, хаос. Вернемся к непрограммной вещи. Это Уильям Шекспир и Тит Андроник. Совершенно жуткая комедия. Произведение. Ты можешь назвать произведение, все. Это комедия, не назвать, это драма. Значит, совершенно жуткая вещь происходит, где главную героиню в лесу похищают, отрезают язык, отрубают конечности, насилуют и оставляют в яме. Ужасно. То есть все это происходит близ Рима, соответственно, в лесу, да. Уже главенствуют не природные силы, а главенствуют силы какой-то группы людей над другим человеком. То есть место такое, если в полисе, там действовал закон. В лесу закона уже нет. В лесу делать можно все, что угодно. Свобода некая такая, да? Полная свобода, где никто ничего никогда не увидит, никто ничего не узнает. И, собственно, действия вот этих вот, ну, скажем так, разбойников были направлены на то, что об этом реально никто ничего не узнает. Есть некий порядок, да, будь то город, Капитолий, центр, и вот место хаоса, место свободы, вседозволенности, да, но опять же, мир порядка и мир свободы, правильно я понимаю? То есть лес — это тоже место, где равны все. И не равны одновременно. Да, юноша Парцефаль растет в лесу. Его укрывает там мать, потому что она не хочет, чтобы он стал рыцарем. Потому что рыцарство вещь не очень безопасная. Да, но непременно в лес вторгается кто-нибудь чужой. Это люди. Ну, в данном случае он увидел рыцарей и, соответственно, к ним примыкает. То есть лес сначала тебя защищает, но ты можешь всегда уйти из леса. Выбор у тебя всегда есть. В лесу всегда есть выбор, да. Если лес не защищает тебя, он темный, он глухой, то он, в общем-то, уже не совсем физическое место, да, в рассказах. Он еще и место такое метафизическое и место аллегорическое. Метафорическое, да? Метафорическое. Ну, аллегория, метафора. И он становится, соответственно, основной идеей для теории темного леса в трилогии Люцини. То есть здесь он объясняет парадокс Ферми тем, что есть некие такие правила, благодаря которым другие цивилизации выживают. И это все происходит на основании аллегории к темному лесу. Выживание, и когда ты попадаешь в лес, это твоя главная потребность — выжить всегда. Слушай, а тебе не кажется, что лес похож на мозг? Вау. Вообще, если представить наш мозг, а в первую очередь, наверное, стоит представить себе место, где наша личность, это корка наша, да, которая состоит из темных и светлых участков нашего темного леса, светлого леса, опушки. Это психоанализ. Да, как и в психоанализе, у нас куда-то в темные места у нас помещены какие-то потаенные желания наши, нереализованные страхи, потребности наши, какие-то травмы. Да, в светлых участках там наша личность, которая, собственно, на свету, которая сейчас растет, разговаривает. Да. Она разумная, прогрессирующая, сильная. Да. Лес — это пространство, куда можно уйти и побыть наедине с собой. Это личное пространство. Личное пространство. Именно там мы начинаем слушать себя и обретаем свою самость. Самость? Да, самость, целостность. И именно поэтому нас всех так тянет в лес. Найти сакральный смысл, найти свое место силы в лесу. Найти себя, обрести себя. Вау. Война всех против всех. Или то место, лес, где отсутствуют все социальные структуры, социальные нормы, да, и каждый действует исключительно в своих интересах. А так ли это для леса?
Лес — это хаос, место свободы, и все, что происходит за его пределами, это все равно некий порядок, некая система, в котором человеку тяжело находиться в этой системе, и его какие-то права, может быть, ущемляют, или, возможно, ему в принципе тяжело жить в таком порядке, где он не чувствует, что может полностью быть свободным в своих мыслях, в своих решениях. И поэтому возникает вот такое противопоставление, да, кто ты являешься, кем ты являешься для леса, да. То есть полис — это... Город, где твоя личность неинтересна. Ты там никому не какой-то- нужен, да, ты сливаешься с ты толпой. механизм. Мгм. Ты механизм, Шестеренка. шестеренка, Мгм. да, как у Pink Floyd. И Мгм. ты просто механизм какой-то, который совершенно... Или как ну, у Замятина мы, да, интеграл некий Да. в системе. Ты ничего, Мгм. ничего не делаешь, ты просто буквально пытаешься... Да, это даже не выживание, это совершенно потеря твоей личности. То Да, есть, это просто функция. Ты часть Ты функция. общей массы, капля в море. да. Мгм. А в лесу ты один, ты сталкиваешься с Ты опасностями. испытываешь себя, да, получается, перерастаешь себя. Да, ты стремишься к выживанию там. Потому Мгм. что в полисе все-таки выжить, ну, в Нет какой-то, потребности. да, в какой-то степени легче. Мгм. А в лесу ты встречаешься с опасностями, со стихией, где принимаешь решение только ты. Мгм. Где выбор всегда за тобой, и каждый выбор приводит к тому, что ты чувствуешь себя. Да. То, что ты принимаешь это сам, ну, ты свободен в своих решениях. Да. Поэтому технократическое общество, оно совершенно не в таком ключе. Оно не для героя, технократия, да. Все эти социальные ожидания, тотальный контроль, массовость, Это ничего не социальные нужно в сети. лесу. Это не нужно. Да, стираются все грани, все слои, социальная принадлежность. Твое желание только испытать себя, быть собой. Первобытное Мгм. ощущение. Самое первобытное ощущение, Выжить. откуда, да, выжить. Первая функция, да, выжить, самое главное. Эпос в картинках, он хорошо структурирован. Этим заняться может каждый. Ты можешь сложить свой рассказ и можешь сложить свою жизнь. Расклад. Это карта Таро? Ну, что такое карта Таро? Если ты никогда их не складывал, я немножко, наверное, расскажу. Да, здесь, В общем, честно, я очень много что слышала, но и ни разу не приобретала, не раскладывала, но об этом говорят повсеместно. Они представляют из себя набор архетипов в виде персонажей и ситуаций, в которые эти персонажи попадают или воплощают. Архетипы берутся из психоанализа. Там повешенные и прочие такие вещи будут. Карты Таро состоят из 22 старших аркан. Ну, арканум — это тайна, собственно, архетип. И 56 младших аркан. Ну, вот эти 56 карт — это игральные карты. То есть, по сути говоря, это смесь архетипов с игральными обычными картами. Так Таро, вероятнее всего, и появилось. Сначала это были игральные карты, потом они переросли в нечто большее. Старшие арканы вобрали в себя кучу просто герметических знаков. Ну, что герметические знаки — это каббалистические знаки, какие-то знаки из... Ну, вот когда на Луне, там, по фазам Луны и планет гадают. Это планетарное астрология. расположение, астрология, Астрология, астрономия. да. Хорошо, про старшие карты я поняла. А что делать младшие? Младшие карты — это амплифайеры, усилители. Так. Усилители тех действий, которые будут изображены в старшие карты. То есть можно делать расклады и просто по старшим картам, можно и использовать младшие карты. Тут вариативная ситуация. Так, а как это относится к эпосу? Расположение этих старших карт имеют достаточно интересную прогрессию. То есть карта от 0 до 22. Да, первая карта — это дурак, То есть Иван Дурак. Иван Дурак. Хорошо. который вступает в неизвестность, и его ждет череда событий, и он как-то трансформируется в более что-то другое, чем он вот изначально Чем он был. являлся. То есть тоже такая... Это идет- начало. Ага, То есть как и хорошо. вступление в лес, это начало. Ну вообще, ты, наверное, слышала о философских машинах? Нет, расскажи. Философские машины — это такой инструмент, чаще всего круглый, куда заключены... Я помню философский камень из Гарри Поттера. Это не- Это из области комбинаторики, где при совпадении, соответственно, каких-то вещей описывается смысл жизни. Так, хорошо. И вот карты Таро пытаются быть вот такой вот... То есть это такой некий механизм, где можно предсказать какие-то развития событий, да? Да. Хорошо. Построить рассказ или понять, как образовался этот мир.
И если ты говоришь про лес, ты хочешь сказать, что это тоже вот такой путь от начала до конца, где вне зависимости от того, что произойдет, все равно герой будет уже другим. То есть его судьба изменится, будет Изменится. другой. Да, потому что в картах есть сила. Герой обнаружит у себя внутреннюю силу и смелость. Мгм. Не только физическую, но и духовную. То есть, Так. чем дальше в лес, тем больше дров. Мгм. Да, отшельник. По ходу прохождения вот, и становления героя, лес становится темнее и гуще, герой уходит внутрь себя. Мгм. В И- глубины подкорки сознания, как мы тоже говорили, да, встречается со своей темной личностью. Темная личность встречается, Мгм. то есть он встречается с своими страхами. Да, когда он проходит трудности, ну, когда ты в лес, ты пошел, ты Иван Дурак. Мгм. И у тебя миссия перенести, ну, что-то. Ну, какое-то испытание пережить. Река, ты плавать не умеешь. Мгм. Ты думаешь, может быть, ну его. Ну да, Ну, обойти. скажи, что я нашел вот этот вот камень, который ты мне послал, вот Ага. он перед рекой, и это он, и вот это твои внутренние демоны, которые ты пытаешься перерасти. Мгм. Испытываешь сам себя. Это отшельник, Мгм. а потом смерть. Мгм. Но смерть везде встречает, да, там, в принципе, уже неправильно зайдешь в лес, то ты можешь тоже быть убитым, да, там. здесь не так. животные. А как здесь? Ну, то есть А, смерть это все равно что-то плохое. Здесь хорошее. Почему? Второе, смерть – это трансформация. То есть, если мы посмотрим на карту саму, то смерть – это трансформация, Ну, то когда есть мы опять же говорим, что герой перерождается, вот это перерождаешься смерть. через воду, допустим. Ты не умеешь плавать, но прошел ты реку вброд. Мгм. У Ты тебя- переродился. Ты переродился. Ну, Умер, Да, где-то умер на этом этапе, но стал ну, сильнее родился, на другом. но прошел через Интересно. воду. А потом луна наступила, потому что ночь. А луна Мгм. это страхи, иллюзии, а затем уже Мгм. только светло и радость. И ты опять, то есть, встречаешься со своими страхами, вот ты переродился, и вновь ты идешь навстречу своему Да, страху, свой страх, как в потому что лесу. у тебя новый страх есть уже какой-то. Мгм. Ну, как и все страхи бота, тоже там бесконечная череда вот этой паники и вот этих страхов, которые Да. ты встречаешь на своем пути. А потом мир. Мгм. Сначала ты дурак, Мгм. и уходишь в мир потом. Мгм. Когда ты возвращаешься из леса, преодолел все свои препятствия, обрел новую силу, путешествие твое закончилось. Так, а что происходит после завершения этого? Не все же доходят до этого этапа, но Все, без исключения. без исключения. Так, и что происходит потом? Жизнь. Это было хорошо. Ну, вот такой подкаст у нас получился. Спасибо, что пригласил меня. Это на самом деле мой первый подкаст, где я участвую. Мой тоже. И Спасибо. им рассказать о чем-то действительно интересном. И поэтому нам важно знать ваше мнение. Делитесь своими интересными историями. Может быть, что-то мы не упомянули. Невозможно, мне кажется, упомянуть за такой короткий период. Да? Да. Мы очень мало и очень много рассказали. Вот поэтому щупаем почву, Да. и пробуем новые какие-то... Ставьте лайки, подписывайтесь. И расскажите свою историю о В лесе. комментариях. Мгм. Спасибо тебе за подкаст еще раз. Спасибо. Пока. Лучшие. Пока!